Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Что мы сегодня будем делать? На самом деле, если честно, не знаю. Хочу поиграть на зверях. Тут как раз есть горный вождь, но тут есть дизраптор. Короче, здесь может быть довольно-таки неудобная сборка будет через зверей. Но я же хочу поиграть через зверей как? Я хочу через зоопарк поиграть. Короче, давайте так. Я буду сегодня водой, буду, соответственно, принимать абсолютно любую форму, в которую только получится. Ну, поиграем на том, что будет идти. Вот так вот кратко, без каких-либо прелюдий и все такое. Правильно? Правильно. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственного дня. Я надеюсь, вы уже поставили свой лайк. Кто не подписан, то уже подписался. И на мой телеграм-канал тоже, соответственно, подписывайтесь. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. И, ребята, еще такой момент. В своем телеграм-канале я, если что, выпустил анонс глобального обновления, которое будет в 35-м сезоне. Множество там вещей на самом деле поменяют, плюс новые герои будут. Короче, довольно такой интересный будет патч. Поэтому, кто его еще не видел, заходим в мой телеграм-канал и там читаем анонсы. Обзор на глобальный патч, соответственно, тоже будет. Не знаю, будет ли это в день выхода глобального обновления, либо же это будет через день, потому что нужно будет еще как бы самому некоторые нюансы протестировать. В общем, следите за новостями, вот так вот скажу. А что, мне так хорошо идет сейчас? Я сейчас не понял. И друиды, и панда. Может... Ладно, я не буду брать пока что, если что, клевер, потому что как-то я не особо в это верю. Вот, а друида я оставлю, потому что хочу попробовать все-таки через зверей катнуть. Может, у меня получится на темпе быстренько как надо все сделать. Ну, быстренько вряд ли получится, но все же, если получится через зоопарк хороший сыграть, то, в принципе, будет прям развалисто. Это мы, конечно, посмотрим, потому что я сейчас, знаете, как загадываю наперед, а потом будет, как обычно, типа... Блин, надо было не продавать ризыка. Ладно, что уже сделано, то сделано. Будет как обычно, загадаю, захочу на чем-то поиграть, а мне бог рандома скажет: так, не, Саня, сегодня мы так не работаем, сегодня мы будем работать иначе. И я, кстати, хочу, наверное, взять жетон отступника. Отличный предмет. Тут еще и гоблины есть против меня. Короче, Если вы видите, что в игре куча гоблинов, то жетон отступника — это прям лютый предмет. Да что ж такое? Просто режим Жигуля активирован, если что, дико извиняюсь, ребят. Вот. Жетон отступника имба, потому что он дает дополнительно 50% урона по той же расе либо классу. Тут отменные 2 лагуны от Лины. Вообще прекрасно. Да. Это было неприятно. Опа. Мне хитрец пришел. Так что, может, мы поиграем через панды? Как раз клевер я не скипал из пула. Может, ну его в баню эти звери, может, просто поиграем через панд? Хитрец пришел. А вдруг? Клевер у меня там есть в первом тире. А ну, погнали. Ну, это закон подлости. Короче, если ты скипнул клевер в начале, когда тебе бог рандома давал под панду, то, соответственно, больше тебе клевера не будет с первого раза. Ну ладно, я к этому привык, в принципе. Привык немножко, так знаете, разочаровываться в этом. Ну ладно. Что-то ты меня, Тинкер, напрягаешь. Опять он ракетки свои кастанул, косо-криво, лишь бы живо. Падла какая. Да. О, как. Ну, пивная панда в 2 звезды, это, конечно, не то, чтобы мне хотелось, но, в принципе, почему бы и нет. На самом деле, пивную панду много кто недооценивает, но пивная панда, когда разливает свое пиво на своих врагов, на самом деле, как это звучит жестко. Короче, угощает своим пивком, и в этот момент туда прилетает какая-либо способность, то, соответственно, она еще и поджигает после этого. То есть она все задетые юниты, которые под пивом, в которых прилетела способность, вот это вот пиво поджигается и наносит тоже урон. И этот урон, на самом деле, я не знаю, как это работает, но почему-то вот именно от урона пива панды намного чаще срабатывает синергия кунг-фу. С чем это связано, если честно, в душе не чаю. Там не так много урона от этого пива, но оно работает, самое главное.
с чем связано? Хрен поймешь. Кстати, мне бы в идеале орков поставить. О, шаман лавы сюда. Мне в идеале орков поставить, потому что есть некая вероятность, что синергия пандов может мне принести дизраптора. А если мне принесет дизраптора, это будет довольно-таки сильно. Не, ну это, конечно, слишком сильно губу раскатал на дизраптора, но почему бы как бы и нет, правильно? Надо закидывать удочку куда подальше, а там что вытащу, то вытащу. Работаем по такой стратегии. У меня просто здесь еще есть энергия гоблинов, есть сверху, но я на самом деле бы Тинкера продал бы, если бы, допустим, у меня была альтернатива. То есть, если бы у меня Марси была, Хитрец 2 звезды был, то я бы на самом деле продал бы этого Тинкера и лучше бы поиграл бы через Марси и через Хитреца. Это было бы намного надежнее мне. Просто Тинкер может свои ракеты куда не надо закидывать. Ну, в принципе, ладно. Это я уже, знаете, как-то загадываю слишком наперед и слишком сильно губу раскатываю. Слишком сильно. Может, сейчас реально клеверов натыкаю в каждую панду. И мне в действительности придет дизраптор. Если мне придет дизраптор, это будет жестко. Реликвии тут еще хорошие есть. Есть Мамора, допустим, есть реликвия яиц, кстати, есть, что прям вообще хорошо. Потому что если мне панда будет хорошо сыпаться, то я хочу себе реликвию яиц, чтобы быстренько себе сделать панду в 3 звезды. И тупо будем через нее играть. На самом деле, хотел сказать, что я давно не играл через панд, но по факту можно сказать и так. Обалдеть. Там Тинкера стырил ракеты Тинкера однозвездочного. Да, это жестко будет. Еще Огр ему... А, ну тут Огр 2 звезды. Но все равно кастанул на Тинкера. Мне, кстати, будет интересно сейчас, как он ракеты свои запустит. Я надеюсь, что мой Тинкер быстрее ракеты запустит, и все в того Тинкера полетят. Одна ракета полетела, нет. Хорошо, хорошо. Было немножечко, знаете, так, на тоненького. Если что, я покупаю шаманов. Это так, подстраховка моих трусов, чтобы они не слетели очень быстро. А если придет мне нефритовый генерал, то я, соответственно, поставлю себе баф шаманов. И у меня стол будет довольно-таки сильный. Вот на самом деле мне нравится, когда такой, знаете, лютый пандапад идет. Да, это рандомная хрень, но если идет лютый пандапад, можно с этим пандападом такой контент замутить, что ну его в баню. Кстати, еще такая вот минутка информации. Ребят, я, если что, работаю до 1 числа включительно, поэтому стримов не будет, к сожалению. А почему так? Потому что я же делал типа мини-отпуск для того, чтобы постримить турнир. Кстати, кто не смотрел турнир, то все записи турниров есть во вкладке трансляции, поэтому можете посмотреть. И кто не знает, хотя я говорил в этом ролике, там где о том, вот это ролик с гоблинами. Кайзер занял топ-1 мира на гоблинах. Просто на одной сборке гоблинах. И все. И хоть ты тресни. Я, кстати, вот так вот сейчас сделаю. Мне бы на самом деле, конечно, поставить бы орков. Но, если честно, я сейчас не хочу орков ставить. Пока поставлю Марси. Может быть, чуть-чуть попозже поставлю себе орков. Но я бы, на самом деле, вообще шаманов бы себе поставил, если бы мне сейчас панда еще одна упала. А то у меня магическая упала. Пока непонятно, кто там что собирает. Но я знаю точно, что я точно не знаю, что я буду играть. На чем я буду играть, точнее. Что я буду играть. Я играю в автостресс. Это не авточес, это автостресс. Ну, такая себе, конечно, реликвия. Да. Ну ладно. Чё, возьмем 7-й. На 7-м ее активирую. Дай бог будут приходить нужные легендарные фигуры. Правильно? В принципе, не самая худшая реликвия. Если бог рандома мне немножечко подкрутит на 7-м уровне, то я, соответственно, себе легендарок там напикаю. Ну, а если не подкрутит, то помянем. На самом деле, меня так жестко удивляет, когда против меня противник на 7-м уровне активирует себе шлем Ареса и просто на легке, на одном дыхании собирает себе
двухзвездочную легендарную фигуру. Причем двухзвездочную, ту фигуру, которая ему необходима. То есть, допустим, ему в сборку убийц не хватает темпларки, он просто берет ее на одном дыхании и собирает. Это вообще жестко. Причем это так часто. Все время с этого удивляюсь. Я на 7 уровне, ну, легендарные фигуры не собирал 2 звезды, по-моему. Именно там без Мамора, без ничего, вот чисто вот так, как делают мои противники на 7 уровне, по-моему, я так ни разу не делал. Вот сколько я играю в эту игру, по-моему, ни разу. Ну, по-моему. Это не точно. Ну, короче. Так, это не чел с винстриком. Хочу винстрик у него забрать. Прям хочется, знаете, руки-то чешутся. Слишком много денег у него. Я надеюсь, никто у него винстрик не заберет. Потому что это моя корова, и я буду ее доить. Так, 6 винстрик есть, у чувака там 8 винстрик. Вообще прекрасно. Живем, живем. Хилимся, живем. Так, возьму тебя. Активирую шлем Ареса. Плюс 150 хп я получил. На самом деле, если вот так вот посмотреть, то у него не очень сильный стол. Я бы даже сказал, вообще у него не сильный стол. Он еще, кстати, через охотников будет играть. Помянем его. Мне очень хочется посмотреть, какое по итогу он место займет на своих охотниках. Но как же мне его жаль. Вот на самом деле в следующем глобальном обновлении, когда вот этот вот пакт мертвеца переделают. Вот когда пакт мертвеца переделают, там можно будет, кстати, на охотниках поиграть, да и на нежить. На самом деле, они прислушались к моему совету. Я типа говорил, добавьте какой-то либо гарант. Ну, короче, чтобы они полностью пересмотрели механику с получением нежити. Ну и по итогу они немного пересмотрели это. Теперь там есть некая вероятность. То, что когда ты закидываешь пакт мертвецов, то у тебя есть некий шанс, что ты перевоплотишь эту фигуру. То есть теперь не надо тебе выигрывать. Ты можешь и проигрывать, и получать, соответственно, нежить. Вот это вот я на самом деле считаю, что довольно-таки неплохая механика. Потому что то, что было до этого, это полная коричневая субстанция. Вот сейчас, на самом деле, будет нормально. Вот это будет интересная механика. При том, что мы знаем, что нежить довольно-таки сильно бафнули в патче. Это будет сильно. Короче, я в выходе глобального обновления постараюсь сразу записать нежить. Надеюсь, у меня получится. Конечно, есть метовые шаманы. Но я думаю, у меня получится метовую нежить записать. Честно, у меня немножечко сейчас только что так, знаете, яички прижались к себе, потому что я думал, сейчас проиграю свой винстрик. Я не хочу проигрывать свой винстрик. Мне мой винстрик надо. И там чел, кстати, тоже держит себе винстрик 10. Сейчас такой, знаете, через пару раундов на 7 уровне мне чисто 2 легендарные фигуры и яйцо падает. Оп, клевер. Сюда. Сюда этот клевер. Под синергию кунг-фу хорошо зайдет. Знаете, как мы можем сыграть в этой игре сейчас? Мы можем собрать себе синергию зверей и сыграть через синергию кунг-фу. Там, кстати, чел собирает себе шаманов на последнем месте. Посмотрим, как он будет их реализовывать по итогу. Пока что у него все очень грустно, хпшки у него немного и 6 уровень. Ну что ж. На самом деле, мне бы хотел обезьяну в 3 звезды собрать. Так, смотрите, пока зверей я покупать не буду. Мне сейчас очень нравится то, что происходит. Мне идет хитрец. Наверное, знаете, так и поступим. Давайте соберем все-таки зверей через синергию кунг-фу. Там у меня будет Кири обезьяна. Я ее хочу даже в 3 звезды собрать. И под зверьми, на самом деле, с хорошими предметами обезьяна прям будет разваливать. Взял жетон отступника, потому что у меня сейчас есть полная синергия кунг-фу.
И напоминаю, как работает Синрию Кунг-фу. Чем больше у вас урона с руки, либо же урона со способности, тем, соответственно, выше шанс, что сработает Синрию Кунг-фу. Так же самое это касается по ХП противника. Чем меньше у него ХП, тем, соответственно, выше шанс, что сработает Синрию Кунг-фу. Ну и клевер все эти значения перебафывает. Насколько перебафывает, ну, никто не знает. Разработчики почему-то не раскрывают цифры срабатывания Синрию Кунг-фу. И, как по мне, это как-то тупо, максимально тупо. Не знаю, чем это связано. Это, как они, знаете, сделали то, что раньше, когда ты на героя нажимаешь, у тебя там были значения уклонения и тому подобное. Сейчас уклонения тупо нет. Там чел для меня винстрик хранит. У него 11 сейчас винстрик. Он это все для меня хранит. Еще и Эмбер пришел. А можно мне хитрец придет 2 звезды? Потому что я уже что-то немножко не уверен, то, что я заберу сейчас у него винстрик. Такое есть маленькое сомнение у меня. Такое небольшое. Тинкер, если что, решил продать. Думаю, это вы прекрасно заметили. Считаю, что синергия кунг-фу будет намного жестче. Так, ну вроде норм. Опа, опа. У него мартретка в 2 звезды, ай-яй-яй. Ваншот, 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 ваншот. Ну какое окаменение. Давай, 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 деремся, деремся. Ах ты ж нехороший чел... О как. Отдал дань богу поражения, богу рандому. Короче, отдал дань богу рандому, и мне МПСка упала. Вот это я понимаю подгончик. Ну чё, ребятки. Ну, под зверей МПСка вообще отлично будет заходить. Но я на самом деле, наверное, себе шаманчиков оставлю. Только знаете, в чем прикол? У меня сейчас нету ни одного активного предмета под МПСку. Есть как бы вот этот вот жетон на возврат урона. Но я сейчас на 20-м раунде зарандомлю предмет. А точнее, перекрафчу предмет, и я надеюсь, что мне упадет блинк. Типа вот этот предмет, который возвращает урон, она может перевоплотить шаманов, но... Да хрен его знает, короче. Короче, не буду загадывать. Кстати, гоблинов тут собирают. Немножко ваншота не сработали от Синрию Кунг-фу. Просто 3000 урона от хитреца сюда. Копилочку. Оп, хитрец 2 звезды. Сюда. Это нам надо. Ну что, МПСку, наверное, поставить. Хотя зачем она мне надо? Лучше пивную панду поставлю. Но сейчас у меня хитрец 2 звезды. По сути, должно быть все хорошо. Еще там чуваку винстрик забрали. Не знаю, кто ему забрал винстрик, но он за это поплатится. Я ему расскажу, что почем. Это был мой винстрик. Это была моя корова. Я должен был ее доить. А по итогу у меня нагло украли мой винстрик. Обидно. Обидно, неприятно, досадно. Ну ладно. Так а что, может на шаманах сыграем? Ну типа, если сейчас будет хорошо идти шаманы, то я, наверное, шаманов соберу по-быстряку и все, буду кайфовать. А не на зверях. Мне, конечно, не нравится тот тип, который тоже там собирает себе шаманов на 32 хп. Ой, да чтоб тебя черти потаскали, серьезно? Мне блинк не мог упасть сейчас, серьезно? Да. Ну, благо, хотя бы рок войны есть. Рок войны в МПСку мне необходим будет. Потому что я хочу сделать себе керри МПСку, который будет еще и с руки наваливать. Помимо того, что она будет перевоплощаться, она еще и будет с руки напрягать. Да что ж у меня так нос чешется? Сейчас чихать буду. Ой-ой-ой. Дико извиняюсь, ребятки. Спасибо, кто пожелал мне здоровья. Опа! Опа!
Ну, ребят, ну раз мне так шаманы пришли, то я думаю все-таки сыграть на шаманах. На самой недооцененной сборке, я считаю. Потому что на турнире никто на шаманах не играл. Вообще никто не играл на шаманах. Поэтому я считаю, что это самая недооцененная сборка. Поэтому мы сегодня сейчас сыграем на шаманчиках. Потому что мне, в принципе, неплохо они пришли. Обидно, конечно, что мне блинк не упал первого тира, потому что не смогу себе импресску нормально поставить. Я, конечно, могу сейчас продать 2 панды и поставить себе баф шаманчиков. Ладно, давай, поехали. Сейчас 10 возьмем, на 10 начнем ролиться, потому что я знаю свою удачу. И если я 10 не возьму, то вряд ли мне сейчас упадет последний шаманчик. Хотя я, в принципе, могу и сейчас поставить себе 2 волшебников. А, у меня 2 волшебника стоят же. В принципе, я и сейчас могу себе 6 шаманов поставить, но мне что-то кажется, что если я поставлю, это будет намного слабее. Ну вот. У того типа, у которого был огромный винстрик, я его выиграл по итогу. А винстрика у него нет, потому что у него забрали винстрик, отобрали винстрик. Помника нашел сюда. Помник нам надо. Есть магическая коробка, но... Короче, сделаем сейчас так и пивную панду берем. Поставим 6 шаманов. Пусть будет. Лишним это точно не будет. Правильно? Я считаю правильно. Может, я знаю, хотя... Обидно, конечно, что я импресску никак не могу перевоплотить нормально. Ладно, идем в 10. Потихоньку, медленно, но верно, идем в 10. Оп, пивная панда. Сюда. Пусть будет. Пивная панда в 3 звезды мне пригодится. Лишним точно не будет. У меня 80... На самом деле у меня такая ситуация обалденная. У меня хпшка есть, все есть. Помника, короче. О, да. Вот это я понимаю подгон царский. Вот это я понимаю царский подгон, боже. Чуяло мое сердце, что надо было этого омника переделать сразу. Вот чуяло. И моя чуйка меня не подвела. Вообще ни грамма не подвела. Кстати, я ж могу так сделать. Я волшебников уберу. Короче, будем играть не через волшебников. Будем играть через полных шаманов. Плюс еще и вот так вот импрессок поставил. Посмотрите, сколько импрессок. Мало не бывает. Никогда. Сейчас надо будет, конечно, еще и блинк найти. Чтобы импресска перевоплощалась у меня. Можно будет потом еще и хитреца продать. И можно будет посмотреть, что поставить. Хитрец, конечно, нормально мне идет. Можно было бы, знаете, как сыграть еще? Поставить себе синергию шаманов полностью и синергию кунг-фу. Я думаю, это было бы неплохо. Ладно, не буду так делать. Лучше сейчас побыстрее в 10 выйду, начну ролиться. Сейчас я надеюсь, конечно, что... Кстати, вот так вот сделаю. Я сейчас надеюсь, что с 25 раунда мне упадет шапка и какой-то хороший активный предмет 3-го тира. Было бы неплохо. Так, ну, легендарка, конечно, не совсем хорошая, но в принципе пойдет. Нюк по урону хороший от нее. Джекира нормально так плюется. Бэмс. Минус 21. Поехали. Разгоняемся, дамы и господа, разгоняемся. Так, бэмс, варлока переделываем. Ну давай, пивная панда. Что ты мне там принесешь? Давай, шамана лавы. Давай. А, спасибо. Спасибо, снайпер.
Потратил зря эти. Потратил зря. Да. Лучше бы я на самом деле в действительности не тратил эту реликвию на панду. Ну, я рискнул. Я рискнул, типа подумал, что, ну, дай бог, может сейчас бог рандомно улыбнется, и мне там шаман лавы упадет. Но по итогу... Губозакаточная машина и болт на 28 мне. О, обезружь сюда. Сюда эту прикормку. Это нам нравится, это нам надо. Это хорошо. Надо будет поставить еще, знаете кого? Горн на Агр. И, кстати, я сейчас предметы закину в этот в импресску. Она ж может у меня уже спокойно перевоплощаться, потому что есть обезруш. Так. Тут так, тут так. Надо будет еще себе найти рок войны. В идеале. Так, все. Вот так вот делаем. Сейчас кто-то вылетит. И найдем рок войны. Вон, чел тоже себе... Ого! Нормально там чел придумал. Дизрапторов 2 звезды меня, конечно, вообще не радует. Вот на самом деле этот чел может меня и вынести вдруг чего. Если ему сейчас хорошо придет 6 шаманов, то он может меня и вынести с дизраптором 2 звезды. Элементарно ему получше фигуры будут падать и все. Паренек легко камбэкнет. Так, ну что, здорово, гоблин, как дела? Нормально? Живешь? Минус 28, сюда. Так, дай-ка мне импресску дизрапторов 2 звезды, пожалуйста. Ну нет, так нет, я тебя понял. Тайда я оставлю. Тайд хороший персонаж. Станчик никогда плохим не будет. Вопросов не имею по этому шаману. А зачем он Аганим переделал себе сейчас дизраптора? Этого я сейчас не понял. Я вообще сейчас не понял. Не, ну типа, на самом деле ему очень хорошо повезло, то что ему упал именно Аганим. А если бы ему упала какая-то другая хрень, бесполезная, условно там щит 5-го тира на дизраптора. Вообще, я категорически против, чтобы ролить какие-либо предметы на шаманах, потому что когда твои шаманы перевоплощаются, у тебя шмотки на 2 тира выше становятся. Кстати, винстрик сюда давай. Спасибо. О, МПСочка в 2 звезды. Отлично. Магическая коробка себя купила уже дважды. Так, это берем. Это вот так делаем. Все, отлично. Теперь колечко. Ну, я в дизраптора на самом деле хочу закинуть колечко. Мне кажется, дизраптор будет намного получше. Так, бэмс. Наверное, знаете что? Мне, наверное, Рики надо будет найти. Наверное, мне стоит будет найти Рики против того шамана. Думаю, да. Надо будет найти себе Рики. Так, вот челик на шаманах, здорово. Ну какой тайт? Еще и в самом углу он застрял у меня, этот тайт. Серьезно? Ладно. Ладно.
Ну, битва на шаманах, она такая. В одном раунде ты бог, в другом раунде ты полный нереализованный человек. Ну, ничего страшного, ладно. На самом деле у нас сейчас битва реально будет такая, типа, что кому из нас больше повезет? Ему или мне? Кому выпадет нормальный керри, ему или мне? Единственный плюс в том, что я предметы не переделал вообще. Из-за этого у меня будет намного больше керри, намного больше чуваков с нормальными предметами. А минус в том, что у него есть дизраптор. Если ему под дизраптора там упадет мана, либо что-то еще сейчас после вот этих вот выкинутых типочков, то у меня будет огромная проблема. Вот этот огромный сайленс по области будет меня душить. Но я для этого собираю сейчас и Рики. И буду Рики ставить под его дизраптора, чтобы он свою тучку не накидывал, чтобы он меня не бесил. Яйцо оставляю на дизраптора сейчас. Надеюсь, что мне дизраптор придет как можно быстрее. Так, предметы начинают падать. Я, наверное, минус броню уберу. Закину палку. Хорошо, тебе мана, тебе так и тебе так. Все, отлично. И еще одно кольцо возьму. Сейчас будем пытаться переигрывать того шамана моментальными перевоплощениями. Ладно, я кольцо, кстати, с дизраптора выкину. Я не хочу, чтобы у меня дизраптор перевоплощался. Я все-таки хочу, чтобы у меня дизраптор накидывал свою тучку. Но я думаю, я смогу его законтрить спокойно. Он все-таки шмотки переделал. Тут есть мартредка в 3 звезды. Там мана у него есть. Да, надо будет сейчас внимательно ставить Рики под его дизраптора. И молиться всем богам, которые только существуют в игре авточес, чтобы мне нормальные фигуры падали с перевоплощения. Потому что если будет условно такой же тайт падать, это бред будет. Или омник. Это вдвойне бред будет. Оп, Мамора. Берем. Мамору мы берем. По-любому берем. Пригодится. Ну дай дизраптора. Ты чё, падла? Дизраптора, говорю, давай. Ладно. Я пока что закину, если что, то от Тайдуху. Потому что на самом деле, если у меня даже Тайдуха кастанет намного раньше стан, чем вот этот дизраптор, то ему будет очень туго. Буду пытаться переигрывать. Буду пытаться переигрывать. Я, кстати, наверное, знаете, что я кольцо все-таки отдам сейчас в импресску, а это кольцо перекину сюда. Я думаю, будет так правильно. Кстати, хорошая легендарная фигура сейчас есть в пуле. Есть темпларка. Есть вероятность, что будет появляться еще и Некор со спектрой. Перевоплощение шаманов. Ну, что неплохо, кстати. И, кстати, сейчас дизраптора на первую линию поставлю, чтобы он там получал тычки и ману регенерацию. Да как ты это сделал? Боже, там... Просто вдумайтесь на секунду. Чел себе на 9 уровне собрал уже 2 легендарных шамана в 2 звезды. Я на 10-м ролюсь, у меня только импресска. И то у меня импресска из-за того, что у меня этот... Как ее там... Магическая коробка сработала. Так и прикол в том, что у меня магическая коробка сработала еще на дизраптора. Ну это скилл чистой воды, согласитесь. Скилл чистой воды. Все. Ну бесит меня такая ситуация, когда ты там сидишь, потеешь, придумаешь что-то, тебе там приходит, ты там туда-сюда. Просто чел, не знаю, там с золотой ложкой в одном месте родился. И сидит, кайфует. Бесит меня это немного. Чуть тайт, падла, 1 из 9. Ладно, хорошо. Окей, хорошо, опустим этот момент. Хорошо. Он Мьёльнир себе сделал. Он зачем-то себе шмотки перекрачивает, играя на шаманах. Зачем? О, не, ну если так мне будет темпларка падать, то будет вообще прекрасно. Так, до свидания, гоблин. Рад был повидаться.
Тинкер с наследием духа огня. Так, там чувака одного выкинул тут на своих шаманах. Сейчас будем молиться всем богам, которые только есть, чтобы мне нормальные шаманы упали, я его выкинул. Ну, не шамана, а перевоплощение нормально было. Джаггер упал, спасибо. Спасибо, Джаггер. Очень полезный Джаггер. 2 колечка, кстати. Хорошо. Будем сейчас брать его перевоплощением тупо. Ставим Рики. И погнали наших городских. Я сейчас, наверное, кстати, полностью сролюсь. Так, хорошо. Шаман лавы есть. Рики есть. Боже, какое дерьмо мне нападало. Просто ему банши, варлок. Не, ну если у меня так шаманы и дальше будут перевоплощаться, это будет полная дичь. Здорово, Тайт, наконец-то ты вылез. Вылупился. Это не одинаково по стоимости. Так, это тебе. Тут блинк есть, тут есть, тут... Вот так, сейчас Рики, кстати, ставим. Немножко забыл про Рики, что Рики надо ставить под дизраптора. Сейчас самый главный момент... О, кстати, он там импресску закирить решил. Нормально. Он дизраптора даже не переставил. Хорошо. Давайте, нормальные шаманы, пожалуйста. О, темпларка. Темпларка у меня упала. Хорошо. И спектра. И горный вождь. Сюда. Все, в могилу. В могилу. Дорогой, дорогой, в могилу. Пока-пока. Не, ну это дичь. Ну согласитесь, это дичь. Несмотря на то, что я его выиграл, но это дичь. Он на 9 уровне собрал себе 2-звездочных шаманов налегке. Скилл в собственном соку. Так и прикол в том, что у него-то челики без шмота были, по сути, в основном. Да, там было несколько блинков и все такое. Ну, и на самом деле была хорошая импресска с дизраптором. Типа дизраптор, когда... Ну, если бы он немножко игрался с расстановкой, то он бы мог поставить дизраптора так, чтобы он успевал кастовать свою тучку. Ну, короче, да. Игра на шаманах, она выглядит именно так. В одном раунде ты бог, во втором раунде ты полный. Сами знаем что, да? Я на самом деле до сих пор не понимаю, почему игроки на турнире не использовали шаманов. Даже не пытались использовать шаманов. Мне это вообще непонятно. Самая недооцененная сборка получается. Удивлен. Да, шаман это, конечно, ну, полный рандом. Типа, если повезло, тебе все пришло, то ты будешь разваливать, выносить. Самое главное, чтобы там против тебя не собрался какой-то супер плотный керри, потому что если ты играешь в ва-банк, то если там у чувака очень хороший керри, он тебя будет выносить. Все у тебя будет зависеть лишь от того, какие тебе шаманы упадут. Вот как у меня сейчас было несколько раундов, то, что у меня плохие шаманы падали перевоплощенные, и он меня выносил. Но стоило один разочек упасть мне как надо, тогда все, там без шансов был развал. В общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто еще не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.